А? Пошел! Пошел! Вот ведь не боится, а. Пошел! Лопаты какие у него. А это, друзья, кулемка на куницу. Сюда устанавливается привада. Когда куница бывает здесь, она эту приваду дергает, и вот это под своим весом падает. И тем самым ее здесь придавляет. Привет, дорогие друзья! Рад всех видеть на своем канале. Хочу вас поблагодарить за поздравления. Очень много комментариев поступило с предыдущего ролика. Всем большое спасибо. Спасибо, что смотрите, спасибо, что вообще интересуетесь моей жизнью. Мне очень приятно, друзья. Я прямо не получал столько комментариев, столько поддержек, столько хороших, приятных слов, друзья. Давайте проявим еще немного активности в этом ролике и этот ролик поднимем в топ, чтобы его много посмотрело, такие же, как и вы, друзья. Сегодня я пришел на продолжение строительства. Приволок я с собой сегодня буржуйку. И в конце ролика хочу я ее затопить и пустить первое тепло, друзья, в нашу землянку. Ну что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Начинаем. Погнали. Устанавливать печку я буду в этом углу. Будет у меня выход трубы в стену. Вот решил я не дырявить потолок, а сделать выход трубы через стенку. Буду я выходить вот такой оцинкованной, нержавеющей трубой. Эту трубу я делал на заказ, потому что в магазинах нет тех размеров, которые мне подойдут сюда. У меня здесь 102 труба, а эта труба, она диаметром 103 миллиметра. То есть она прямо в притирочку сюда встает. Вот что мне нужно и было. Купил я 2 отвода. Будет у меня, получается, 1, 2 и наружу будет выход под 90 градусов. То есть у меня 2 отвода по 90 градусов. Вот, примерно я уже разметил, выпиливать я буду здесь. Небольшое окошко. И вот у меня труба тут будет выходить. Эту трубу я буду, так получается, обкладывать кирпичом. Вот, чтобы здесь у нас ничего не возгоралось. Ну все, сейчас размечаю, еще смотрю, как что будет, и буду выпиливать.
Прям идеальненько. Подгонять не надо даже. Окошко под трубу я выпилил. Сейчас буду готовить смесь. Вот, буду мешать в этой таре. И вот у меня тут термостойкий ремонтный состав. Буду его сейчас разводить. У нас, друзья, уже середина ноября. Как видно, зима у нас приходить не собирается. И я такое, вижу впервые. Вовсю, кстати, идет уже голосование. Меня номинировали в этом году на премию «Лучший DIY-блогер». Это мое первое участие. И, пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за то, что вы активно принимаете в этом голосовании и отдаете свой голос за мой канал, друзья. Голосование продлится до 30 ноября. В принципе, осталось еще немножечко, чтобы узнать результаты и поехать на премию «Лучший DIY-блогер». Как-никак, я надеюсь на вашу поддержку. Попрошу вас проявить еще немножко активности, и те, кто еще не проголосовал, вы можете отдать голос за мой канал. Мне очень будет приятно, и, друзья, это на самом деле небольшая капелька, которая меня мотивирует, и я вот всем этим занимаюсь и показываю вам, друзья. Большое спасибо. Надеюсь, мы займем лучшее призовое место и заберем его. Окошко у меня готово. Сейчас я буду выставлять сюда печь и буду уже подгонять вот эти трубы. Какие-то нужно будет отпилить. И когда труба будет выходить, я здесь еще замажу этим же раствором.
Ну что, можно затапливать? В принципе, уже печка будет работать. Разделку я сделал, смотрите, как получилось. Очень даже красиво. Сейчас дам немного подсохнуть клею. И, друзья, дам первую топку, первый жар. И будем сушить землянку. Ну что, это потом я закрою. Вот, взял я уже подготовленный лист. Вот, наверное, когда подсохнет, тогда я его и поставлю. Пока, чтобы не шевелить, это, чтобы тут все не расшаталось. В общем, пускай все подсохнет, ну и поставлю потом, в общем. Вот как-то так. Такая буржуйка будет. Буржуечка медленного горения. Здесь потом зимой привезу еще кирпич, чтобы обложить, сделать стенку из кирпича, чтобы вот сруб у меня не нагревался. Ну и все, друзья, будем уже с вами бытовать. Будет тепло, будет веселее тут продолжать дальше делать пол. Ну вот. Ладно, пойду, в общем, дрова заготавливать. Тут закроется и вообще красиво будет. Красота. Первым делом займусь вот этими дровами, которые лежат рядом с землянкой. Сделаю я здесь небольшую чистку. И хватит на первое время. В принципе, я думаю, что никаких проблем не будет. Вот смотрите, сколько валежника. На зиму я точно обеспечен дровами. Буду подпиливать по мере необходимости.
Установил я дымоход. Пока он у меня подперт небольшой тюлечкой, пока там еще смесь не высохла. Так, ну и чтобы у меня труба не отклонялась, я в следующий раз возьму небольшие тросы, пущу их вот сюда и второй трос туда. Труба у меня этим самым выровняется и не будет заваливаться. Вот, пока так временно оставляю. Это у меня колено отпиленное. Тут я немного подпилил и вот грибок сюда поставил. Пока все сикость-накость, но попозже я потом в следующем выходе все это подровняю. Ну, даже, возможно, и тут на саморезики небольшие посажу, чтобы ничего не шаталось. Вот и пошла жара, возле печки уже так неплохо шпарит. В избушке, в землянке стало уже потеплее. Еще немножко подтопить и можно, друзья, уже раздеваться. Можно уже даже сушить вещи начинать. Вот здесь небольшая есть полочка, можно сюда класть. Также и дрова, можно и обувь. Но это уже когда печка прогорает, то есть на медленном тлении. Сейчас печка очень даже хорошо шпарит. В землянке уже душно, небольшое белое облако, все здесь испаряется, сохнет кладка. Попахивает, конечно, не очень приятно, поэтому задерживаться я не буду. Пойду я наружу, там буду заниматься. Ну что, первая доска пошла. Ой, капец тяжелая стала. Полежала это здесь 2 недели. Да уж. Вот на самом деле я не заметил ощутимой разницы между цепью для поперечного пила и для продольного пила. Если цепь для поперечного пила острая, то и пилит она продольно очень хорошо и быстро. А для продольного пила она пилит намного, наверное, почище, мне кажется, все-таки. Вот. Цепь я затачиваю под углом 30 градусов и наклон головы 55. И нормально, быстренько первая доска у меня прошла.
На данный момент получилось уже 3 доски. С этого бревна, на котором я сижу, еще выйдет 2 доски. И хочу я еще допилить доску, которую я не допилил. Вот она здесь лежит. И если получится, то будет на сегодня 6 досок. И это больше половины. Где-то закроется поло. Ну вот. Немного пилю. С перерывами. Вроде получается так. Ну, неплохо. Для самодельной доски очень даже и хорошо. Из остатка этого горбыля доску я делать не стал, потому что, смотрите, вот тут уже гнилая она. Не стал, в общем, я пилить, так что у меня получилось 5 досочек. Вот, многие говорили, писали, что вот, типа, бензин только жгешь этой оснасткой, лучше, говорит, там какими-то маховыми движениями делать, там начинают адвоката, Медведева вспоминать. Не знаю, мне вот этой штукой нравится. На ей намного проще и никаких не надо маховых движений делать. Не знаю, мне вот этой нравится и все. Этой буду пилить. А если, конечно, мне надо какой-то будет горбыль, который там не суть никакого качества будет, то можно и помахать. Поэтому буду пользоваться пока этой штукой.
Смотрите, как все красиво закрылось. И даже непонятно, что там кирпичи. Прям здорово. Здесь все плотненько. Труба, кстати, вкладки зафиксировалась очень хорошо. Так что я думаю, проблем не будет. Вот. Многие говорили, что при таком виде выхода дыма труба очень сильно забивается. Ну, не знаю, буду вот так вот убирать печку в сторону, там убирать и буду тут прочищать, пробивать. Так что посмотрим. Опыта еще не было с этим. Все-таки учусь. И будет хороший опыт на будущее. Вообще думал, что при таком способе вывода дыма тяга будет очень слабая. Но, друзья, судя по гулу буржуйки, тяга-то еще та очень хорошо гудит. Я как-то рассказывал про эту печь в прошлом году. Хотел я ее использовать в старой избушке, где у нас зимуют пчелы в амшайнике, чтобы сушить помещение. Но в землянку она у меня перекочевала быстрее, чем я ее туда установил. Буржуечка работает хорошо. Для такого помещения это просто запас. Можно еще будет и при желании сделать сени небольшие, и еще сени будут отапливать. Вот я... Ой, блин. Ну вот я и положил 5 досок. И, друзья, результат прямо очень радует. Впервые я за этот поход уже работал в избушке, в землянке, в тепле. Вот, но пока еще тяжело, в общем, работать. Разделка, которую я сделал, она еще подсыхает и дает небольшой запах. Так я очень, в принципе, доволен. Получается очень хороший пол. Ну, как бы с щелями, не без этого, но из самодельной доски это вот такие результаты. Очень понравилась разделка в стене, которую я сделал. Очень аккуратно выложил из кирпича, все это замазал. Очень понравилась облицовка вот этой заделки в виде оцинкованного листа. Все прямо, знаете, так гармонично смотрится. Ну, вот так вот. Я прям доволен, когда делаешь что-то так своими руками, еще не спеша. И когда получается очень красиво, это
вдвойне приятно мне. Ну вот так вот, пожалуй, на этом все. Буду я собираться, друзья. Спасибо за вашу активность, друзья. Попрошу на этом ролике поставить лайк, проявить максимум активности, чтобы ролик у меня вылетел в топ и чтобы его посмотрело много людей. Вот так вот, друзья. Ладно, спасибо. Увидимся в следующем ролике. Не забывайте голосовать. Пишите. Ну и всем пока. Хорошего всем настроения.